Всем привет! С вами снова я, педагог и саксофонист Андрей Степанов, Lucky Sax. Как всегда, рад видеть каждого из вас за просмотром уже 9-го урока джазовой импровизации для начинающих на моем YouTube-канале. Не забывайте оставлять в комментариях ваши вопросы, и я постараюсь ответить каждому из вас. В начале урока, как всегда, давайте вспомним, что же вы успели выучить на предыдущих занятиях. Вы разучили такие технические приемы, как движение по нотам трезвучия, движение по гамме, паузы, вопрос-ответ. Все эти примеры успешно также освоили и студенты нашего онлайн-курса. Предлагаю вам ознакомиться с примером вариации от Виталия. Отлично! Виталий делает постоянные шаги вперед. Он освоил новый аккорд – субдоминанту. И теперь с этим новым аккордом наша музыка станет звучать богаче. Добавив этот новый аккорд в наш музыкальный пример из 4 тактов, последовательность аккордов изменится на следующую: тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Прослушайте наш музыкальный пример. Вы уже очень хорошо знаете наш способ отработки нового музыкального примера. Предлагаю, как и прежде, начать с отработки движением по звукам трезвучия такими длительностями, как целое и половинное. И лишь потом постепенно переходите на более мелкие длительности. Затем украшайте вашу музыку, используя такие технические примеры, как прямое движение по гамме, паузы, вопрос-ответ. Помните, что аккордовые звуки, 1, 3 и 5 ступени, отлично подходят для начала и окончания фразы. Попробуйте напеть любую фразу, и вы заметите, что бессознательно следуете этому правилу. Ведь наши уши слышат прежде всего аккордовые звуки и стремятся начать и закончить фразу на них. Это естественно. Кроме того, и нам, и слушателю это правило дает то, что нам нужно – гармоническую устойчивость. Кстати, предлагаю вам прослушать, как наша ученица Анастасия выполнила наше предыдущее домашнее задание и проанализировать, как часто она использовала аккордовые звуки в своем музыкальном примере. Молодец, Анастасия! Хочу подсказать, дорогие зрители, совет по поводу звука. Всегда играйте полным, хорошим звуком вашего инструмента. Пусть вас не сбивают с толку лады, сложные последовательности аккордов или темп. Звук – это первостепенная вещь и первое, что отличает и запоминает слушатель. Впечатление от звука остается надолго, поэтому будьте собой и позвольте зазвучать своему инструменту. Ведь это главный ингредиент музыкальной индивидуальности. А сегодня мы познакомимся с новым техническим приемом. На этот раз движение по терциям. Терция – это такой музыкальный интервал, который как бы перескакивает через одну ноту. Предлагаю ознакомиться с музыкальным примером. Как вы могли только что убедиться, это не так уж и сложно.
Все, что вам необходимо, это словно перескакивать через одну ноту. Попробуйте использовать этот прием, начиная от каждой из нот нашей гаммы. От до, от ре, от ми, и у вас выйдет секвенция, которая будет называться движение по терциям. Используйте этот способ, играя все ноты вверх до ноты до третьей октавы. Затем развернитесь и вернитесь в исходную точку. Главное – понимать, что не обязательно начинать от первой ступени гаммы ноты до. Можно начинать от любой из ступеней. Я сейчас немного изменю наш пример для того, чтобы аудиопример соответствовал аккордам в гармонии. Главное, всегда слушайте. Стать хорошим джазовым музыкантом и импровизировать невозможно, если не слушать тех, кто творил до вас. Только слушание музыки даст вам ответы на все ваши вопросы. Каждый музыкант – результат того, что он слушал. По манере игры всегда можно определить источники, которые музыкант использовал. Все мы стремимся к подражанию, и это хорошо. Некоторые считают, что, слушая других музыкантов, мы начнем звучать подражательно и вторично. Это не так, хотя наш эгоизм и стремится нас убедить в обратном. Ведь для нашего эго страшно соревноваться с настоящими мастерами. Не позволяйте эгоизму обдурить себя. Если никто никого не станет слушать, зачем играть музыку? Музыка существует для всех, и это действительно универсальный язык. Итак, слушаем наш пример. Помните, что постоянное использование такого приема может испортить впечатление ваших слушателей. По этой причине используйте этот прием не от начала до конца, а лишь как дополнение, как элемент. Тогда звучание будет максимально интересным как вам, так и вашим слушателям. Как и другие приемы, движение по терциям должно служить лишь украшением к вашей основной мысли. Помните, что каждый человек имеет способности к импровизации, от маленького ребенка до пенсионера. Но для этого нужно потратить немало времени, пока пальцы не станут работать автоматически и передавать именно то, что приходит вам в голову. Постепенно расстояние между мыслью и пальцами будет все меньше. Это не волшебство. Точнее, если это и волшебство, то оно достигается трудом и настойчивостью. Когда Будду спросили, что является величайшим препятствием на пути к просветлению, он ответил «лень». Я полностью с ним согласен. Вот как раз пример того, как органично можно соединить все изученные вами украшения. Не бойтесь экспериментировать. Примените либо все, либо лишь некоторые из известных вам технических оборотов в одном музыкальном предложении. Так, как это успешно делает наш ученик Евгений. Предлагаю прослушать. Отличная работа, Евгений. Кстати, любой из вас может присоединиться к нашему курсу джазовой импровизации для начинающих по ссылке, которая есть в описании к видеоролику. В конце урока хочу дать вам важный совет. Главное, что стоит помнить во время занятий, не надо ставить себе слишком много задач сразу. Мы не можем держать в голове одновременно более одной и двух основных задач
и при этом эффективно работать над всеми. Нужно всегда ясно понимать, для чего вы занимаетесь тем или иным упражнением. Например, игра длинных нот на саксофоне позволяет развивать дыхание и добиваться ровности звука. А арпеджио и гаммы играются для развития беглости ваших пальцев. Не забывайте слушать и анализировать импровизации звезд джаза. Сегодня в описании к видео я оставил список джазовых гитаристов. Послушайте хотя бы по одной композиции каждого из них. Не бойтесь экспериментировать и быть создателем собственной музыки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск нашего курса джазовой импровизации для начинающих. Всем пока!